Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я очень подробно вам покажу, как сплести вот такую замечательную шляпку из бумажных трубочек. Как крутить бумажные трубочки, я показываю вот в этом видео. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. И не забывайте заглядывать в описание, там очень много нужной полезной информации, в том числе и сколько трубочек мне понадобилось для плетения данной шляпки, как я трубочки обрабатываю, и также ссылки на интересные другие мастер-классы. Приятного просмотра! Да, еще в этом видео я показываю универсальный способ, как сплести любую шляпку, а также как придать полям вот такой вот вид ковбойского варианта. Итак, донышко начала плести следующим образом. Я взяла 2 трубочки на 2 трубочки и стала оплетать. В конечном итоге у меня получилось 8 стоек. После того, как я один ряд оплела по 2, я начала их разгруппировывать по одной. Вот такое солнышко у меня получилось. И сейчас я каждой трубочке буду добавлять по 2 дополнительных следующим образом. То есть я расширяю пространство около трубочки, уже имеющейся ножничками, вот таким образом. Беру дополнительную трубочку. Я в своих видео не раз показывала этот процесс, но еще раз покажу. Срезаю вот так под наклоном и вот таким образом вставляю в это место, которое я немного освободила. И далее с другой стороны трубочки также освобождаю немножечко места ножничками и вставляю туда эту трубочку новую. Так, можно капнуть клей ПВА, но в принципе я этого не делаю, потому что вижу, что у меня трубочки вошли очень даже крепко, держатся там на этом месте. Здесь то же самое у следующей трубочки. То есть сначала я раздвигаю место ножничками. Здесь можно ножнички взять или спицу взять. Что-то такое острое, которое будет проникать очень хорошо глубоко и освобождать место. И вот с этой стороны таким образом и вставляем. После того, как я какое-то количество рядов проплела по 3 трубочки, я сейчас их разделяю по одной. Здесь вы уже сами решаете, на каком ряду это делать. Я делаю это тогда, когда у меня расстояние между группами трубочек увеличивается и становится не очень удобно их по 3 оплетать. Вот таким вот образом я расширяю расстояние между каждой трубочкой с помощью ножниц. Можно это делать руками, но здесь я приноровилась это делать ножничками. И вот таким вот образом оплетаю каждую трубочку. Здесь нужно, конечно, постараться. И обратите внимание, если у вас расстояние между группами трубочек маленькое, то вам будет все сложнее разделять их по одной, оплетать по одной трубочке. То есть тоже нужно смотреть на это внимательно. Нужно выбрать то оптимальное расстояние, которое будет позволять комфортно оплетать по одной трубочке. Я это расстояние высчитала экспериментальным путем. Ну и вам тоже советую, когда плетете, обязательно это все нюансы замечайте. Сейчас я все это сделаю до конца ряда и включусь, покажу, что делаю дальше. Я плету дальше, уже по одной трубочке оплетаю. Здесь я буду продолжать где-то в следующих рядах плести уже по форме. Вот я выбрала мисочку, на мой взгляд, это идеальный вариант для шляпки. И здесь, конечно, я меряю по этой форме своей, как у меня будет располагаться и продолжаться плетение. Но вот здесь я смотрю, что в принципе я могу вот уже с этого ряда, то есть со второго ряда по одной, начинать плести по форме. Мне кажется, будет очень даже подходяще, что я в принципе и делаю. Форму я фиксирую вместе с плетением малярным скотчем. Вот таким образом, чтобы она не съезжала. Ну тут, конечно, нужно посмотреть, да, как у нас центр будет и все такое.
И если вот вас устраивает, вы просто скотчем таким образом фиксируете в нужных местах, и она у вас не съезжает. Можно резинками хозяйственными это все дело зафиксировать. Вот. И сейчас я продолжаю плести, но уже по форме. То есть слегка наклоняю трубочки, стойки, вот туда вот. То есть на этом этапе я помогаю пальчиками вот эти наши трубочки вниз опустить, а рабочими трубочками продолжаю плести. Шляпка у меня будет сплетена веревочкой в 2 трубочки, без какого-либо узора, но можно и с узором, конечно. Я, скорее всего, шляпку плету декоративную, поэтому мне так не нужно ее будет носить. Вот таким образом. Значит, сейчас что делаю? Я проплету где-то по форме. Здесь ничего такого нет, никаких таких секретиков. По форме проплету где-то рядов 6 и включусь, покажу, что у меня получается. После того, как мне стало неудобно вот таким образом плести, с таким ракурсом, я переворачиваю плетение. Тут уже и стойки такие длинные, что ну, реально неудобно. И плету уже как бы снизу вверх. Вот таким вот образом. И продолжаю плести до половины формы. Где-то у меня это получается рядов 7-8. Снова включаюсь, показываю, что у меня происходит далее. В принципе, можно и на этом этапе форму снять и плести без формы. Но тут уже сами решайте, как бы до какой степени вы уверены плести без формы и вообще комфортно ли вам. Вот, скорее всего, я форму сейчас сниму, потому что мне крайне некомфортно плести с этого ракурса без формы и продолжу плести уже просто так. Но здесь еще раз говорю, что плетение без формы подразумевает еще больше сосредоточенности, поэтому здесь вы смотрите по себе. То есть, если без формы вы не плетете, то плетите по форме. И еще здесь такой нюансик есть, как куда вы плетете эту шляпу. То есть, если вы плетете эту шляпу для того, чтобы ее потом носить, здесь нужно подумать над трубочками. Во-первых, они должны быть не слишком плотные, чтобы шляпа была не такая тяжелая. И я бы советовала все-таки крутить на меньшую спицу и брать меньшую полоску для этого. Тогда трубочки будут весить не очень много, и само ношение шляпы будет комфортным. Если вы плетете шляпу декоративную, то в принципе об этом можно даже и не думать, и не париться. Вот, а плести уже из тех трубочек, которые вы плетете как обычно. И когда вы плетете шляпу на голову, вам нужно посмотреть размеры вашей головы, соотнести, да, и уже такую форму выбирать. Так, ну вот, как я уже сказала, мне некомфортно плести по форме, поэтому я сейчас ее снимаю. Просто разрезаю малярный скотч. Так. Сюда сейчас грузик поставлю, который мне удобен, комфортен. Так, ну вот поставила грузик. Должен быть тяжелый, чтобы удерживать плетение. И сейчас я буду продолжать плести без формы.
Еще раз повторюсь, где-то 7-8 рядов проплету и буду уже включаться, покажу, что дальше буду делать. Здесь смотрите, я не делаю уже на расширение, я уже плету вот немножечко стоечки вот таким вот образом направляя вверх, чтобы имитировать как бы шляпку, да, форму шляпки. Сейчас у меня вот такая ситуация. Я проплела практически 2/3 шапочки от шляпы, ну, верхней части от шляпки. И сейчас на этом этапе я вставляю дополнительные трубочки стойки к уже имеющимся стойкам. Делаю я это для того, что потом у нас с вами будет расширение у шляпки, и расстояние будет между стойками увеличиваться. И уже будет не очень комфортно плести. А сейчас мы добавим просто дополнительные трубочки. И потом их разведем, и расстояние будет более-менее оптимальным для плетения. Здесь у меня трубочки, кстати, уже другого цвета. Я покрасила их отдельно и не попала в цвет. Но это ничего страшного, это у нас стойки, поэтому тут можно такую оплошность и сделать. Вот у нас по 2. Как я уже говорила, если вы шляпку плетете для ношения на голове, то трубочки берите тоненькие, чтобы они меньше весили у вас. Вот таким образом я вставляю. Можно даже и без пыва их вставлять. Я думаю, что ничего страшного и не будет. Они у вас не выпрыгнут ни в коем случае. Да, кстати, на каком-то этапе, я уже не помню, не показывала вам этот момент, я нарастила те короткие трубочки стойки, которые у меня образовались. Но здесь, опять же, я вот в одном видео говорила, что я эти моменты уже не показываю, потому что у всех все индивидуально, разный размер, длина трубочек, поэтому каждый наращивает стойки вот как он считает нужным, так как он чувствует, как он видит, что нужно, там он и наращивает. Поэтому вот как бы эта схема объяснений немножечко субъективна, не ко всем подходит. Поэтому я делаю, как у меня получается по ситуации, а вы делаете, как у вас получается по ситуации. Сейчас добавлю по всему периметру окружности дополнительные трубочки, стойки. Далее проплету где-то, ну, рядов еще, наверное, 5. Включусь и буду показывать, что мы будем с вами делать дальше.
Первую часть шляпки я уже проплела более чем достаточно. По высоте получилось 9 сантиметров. Вот так это все выглядит. Сейчас будем плести поля шляпки. И на этом этапе я буду разъединять 2 трубочки по одной. Делать я это буду следующим образом. То есть ракурс у меня такой, как и был. Сейчас я наращу рабочие трубочки, включусь, буду показывать, что буду делать дальше. Итак, дальше буду делать следующее. Я немножечко начинаю на себя таким вот образом настраивать вот эти вот трубочки-стойки. Ну как настраивать? Наклонять. Да? На себя. Если они не поддаются, то я вот пальчиком их немножечко там сминаю в этом месте и на себя направляю. И тут же оплетаю. Таким образом я как бы начинаю наклонять мое плетение. Стойки прямо вот рукой помогаю, чтобы они у нас на меня ложились. Вот они уже, видите, начинают понимать, что я от них хочу. И так я продолжаю по всему периметру вот этой вот шапочки. Вот таким вот образом. Здесь самое главное, когда вы оплетаете, вот так вот наклоняйте стойки. Можно, конечно, поменять ракурс, да, изнутри как бы плести. Но мне вот показалось удобным именно такой вариант. Вот таким вот образом. Немножечко пальчиком вот здесь вот сминаю и наклоняю. Сминаю и наклоняю. Они не сломаются, то есть не надо этого бояться. Вот так вот. Я предпочитаю плести стойками слегка увлажненными. Таким образом я могу из них лепить любую форму, которая мне нужна. То есть стойки у меня практически никогда не бывают жесткие. Так, здесь мы наращиваем. И продолжаем. То же самое здесь. Вот немножечко сминаю, наклоняю, сминаю, наклоняю. Пока по 2 трубочки. А там уже будем по одной разъединять. Ну, здесь у меня, видите, грузик, пропитка дюфа, все дела. Единственная баночка, которая более-менее тяжелая в моем хозяйстве. Подходящая. Тяжелая подходящая баночка. Можно камни, кстати, насыпать, тоже будет хорошо. Но у меня столько камней нет. Вот я обычно для грузиков камушки насыпаю, но тут надо много камней. Вот, сейчас я все вот это по периметру пройдусь и включусь, буду показывать, что буду делать дальше. Вот так вот ладошкой. Помогаем ладошкой. Вы должны чувствовать форму, то есть вы должны чувствовать плетение ваше. Наверное, начинающим будет это пока сложно сделать, но нужно стараться, нужно учиться. Это приходит с опытом, приходит с практикой. Чем больше практики, тем больше вы чувствуете ваше плетение, чувствуете ваши трубочки и ту форму, которую вы плетете. Так что не расстраивайтесь, если первое время не получается. Пробуйте еще, не отчаивайтесь. Без труда, как говорится, ничего у нас и не выйдет. Итак, первый ряд у меня проплетен, вот где у нас стойки уже наклонились. И сейчас буду плести второй ряд, также стоечки направляю на себя, ну то есть или в ту сторону, в которую нужно. И вот уже вторым рядом я это все фиксирую. И уже как бы стабильно они в это направление у меня идут. Вот таким образом. Вот что у нас с этой стороны, посмотрите. Они уже наклонились, и уже можно не переживать за то, что они вернутся в обратное положение. Уже не вернутся.
Здесь, кстати, у меня случился казус с трубочками. Изначально я покрасила не то количество трубочек, которое надо, ошиблась и покрасила меньше. И пришлось мне докрашивать. И получилось так, что я докрасила, и цвет оказался другой. Поэтому, скорее всего, вот я в плетение буду добавлять уже цвет немножечко потемнее. Вот у меня пожелтее. Но это будет как градиент. Но это не сейчас. Это, наверное, вот как поля я уже буду плести непосредственно, так и буду добавлять тот цвет. Вот как раз я сюда дополнительные трубочки добавляла этого цвета. Поэтому я уже поняла, что лучше перья, чем недо в количестве покраски трубочек. То есть лучше побольше покрасить. Но останутся и останутся, на какие-то мелкие детальки сойдут. А вот если не добрать определенное количество трубочек, то потом могут случиться вот такие казусы. Даже если ты приготовил уже раствор, все равно вот он почему-то эти трубочки окрасил не так, как нужно. Загадка, прям загадка. Вот. Вот у нас что получается. Ну, плетем дальше. Вообще можно из этого и котелок сплести, и кепочку сплести. Да, если мы с вами используем укороченные ряды, то можно вообще кепочку сплести. Но тут уже я показала вот универсально, а вы уже тут продолжаете, если вы хотите шляпку, то продолжаете как плетение шляпки. Хотите кепку, то плетение кепки. Или котелок какой-нибудь английский. Смотрите, друзья, я проплела 2 ряда, отгибая трубочки в стороны. И сейчас я уже понимаю, что мне неудобно вот именно так плести. И я переворачиваю свое плетение. Вот здесь у нас остались следы от скотча. Ну, это мы все уберем, чтобы не смущать. Можно потом, кстати, убрать. Все без проблем убирается. Так, мы с вами переворачиваем плетение и плетем уже вот практически сверху. Здесь у нас еще оно, видите, вот в таком приподнятом состоянии. Это ничего страшного. Значит, плетем мы следующим образом. Так, сейчас бы вам как-нибудь показать, так, чтобы, значит, вот плетем вот таким вот образом. Конечно, желательно, чтобы здесь что-то было, вот грузик какой-нибудь. Но я, например, плету, положив сюда коленку. Вот, конечно, в условиях снимания на камеру неудобно показывать. Поэтому я пока ничего сюда не кладу. Вот таким вот образом доплетаю этот ряд. У меня даже отмечена трубочка, с которой начинается ряд. Вот там она. Я доплетаю. И дальше я раздвигаю по 2 трубочки. Здесь хочу вам показать один момент, это наращивание рабочих трубочек. Итак, рабочие трубочки я здесь обрезаю именно посередине стоек. То есть вот первая рабочая обрезана посередине, вторая обрезана посередине. Не за стойками, не перед стойками, а именно посередине. И именно вот таким образом я их посередине и наращиваю. То есть таким образом у нас получается, что поля шляпки у нас видны, и с лицевой, и с изнаночной стороны вот эти наращивания будут видны. Поэтому мы должны постараться сделать их максимально незаметными. Это сложно сделать, но это нужно потренировать, этот навык. Максимально незаметными. То есть вот мы нарастили между стойками. Далее оплетаем группу. И у нас получается вот где наращивание. Сейчас я приближу. Смотрите, где у нас наращивание получается. Вот в этом месте. Таким образом, следующий ряд будет перекрывать это место. Здесь у нас то же самое получается. Сейчас я оплету и поближе вам. Вот что получается. Здесь то же самое. Вот это место.
между стойками практически, оно будет перекрываться под следующим рядом. Дальнейшие действия я буду только показывать без объяснения, потому как это будет очень сложно сделать, но я думаю, все будет понятно. Ну вот, шляпа практически готова. Поля я оставила такой ширины, не стала их больше делать. Эту шляпку я плету в качестве декоративного варианта, я ее носить не буду, поэтому мне такие поля достаточно. Сейчас буду делать загибку. Загибка у меня будет не объемная, а простая, какую я делала, когда плела крону у дерева и сумочку. Здесь такой принцип, я все не буду показывать, потому что очень неудобно на камеру это делать. Значит, мы вот таким вот образом складываем эту трубочку еще, и она у нас уходит вот сюда. Для этого я вот здесь вот ее вот таким образом срезаю. Ножничками я уже заранее расширила вот здесь вот расстояние. Можно ножничками расширять, можно спицей. Складываем и убираем. Можно туда капнуть клея ПВА. Вот я сейчас поближе покажу поподробнее эту загибку. Очень простая она, и мне она очень нравится тем, что не надо заморачиваться. Кстати, почему я загибку не объемную делаю? Ну, как-то не знаю, мне в этом изделии показалось, что не объемная загибка будет в самый раз. Вот таким образом по всему периметру окружности. Так. Здесь у меня видно наращивание, но оно будет поменьше видно, когда я уже лаком покрою. И еще
Я все-таки решила сделать немножечко необычную шляпу, а типа ковбойского варианта. Поэтому сейчас я сделаю загибку и покажу, что я буду делать с полями этой шляпки. Итак, загибка у шляпки сделана, и сейчас я буду менять форму полей. На самом деле это дело вкуса. Мне захотелось изменить эту форму немного в стиле ковбойском каком-то варианте. Вот, если вы хотите оставить шляпку как есть, оставляйте и совсем пропускайте этот этап. Просто покрывайте лаком, и шляпка готова. Для этого я буду ее грунтовать, но буду использовать не ПВА с водой, а простой лак. Вот у меня обычный лак Tex, каким я покрываю изделия. В принципе, сейчас буду делать все то же самое, то есть я буду лаком покрывать поля шляпы. А еще у меня вот здесь есть такая резинка, которая будет держать поля шляпы в определенном положении, чтобы они у меня высохли и застыли в определенной позе. Вот начинаем покрывать. И с этой стороны мы покроем лаком поля, и с той стороны. Лак у меня полуглянцевый, в принципе, он немножечко блестит. Если не хотите, чтобы ваша шляпка блестела, то берите матовый лак. Либо можно еще такой вариант пропиткой покрыть. Здесь можно покрыть сначала всю шляпку лаком, потом видоизменить. Но мне кажется, что целесообразнее сначала поля быстренько лаком промокнуть. Далее придать им форму, а потом уже... Где-то вот я тороплюсь, наверное. Вот где-то много лака делаю. Ну. Так, с той стороны все сделали. Теперь вот с этой стороны покроем лаком. Еще раз говорю, это дело моей прихоти. Мне так захотелось, а вы, конечно, этот этап можете пропустить, сразу покройте лаком, и все, и шляпка готова у вас. По поводу ношения данной шляпки, если честно, не знаю, она получается не такая уж и тяжелая, как я думала, что она получится тяжелая. Нет, она не тяжелая совсем, но мне кажется, в ней будет все равно жарковато. И все-таки, конечно, ажурным плетением я ее не стала плести, именно потому что шляпка, цель шляпки защищать от воздействия солнечных лучей. А если она будет плестись ажурным плетением, то будут дырочки. Мне кажется, что защиты никакой не будет. Опять же, мое личное мнение. Так что может оно, конечно, быть спорным. Вот сейчас вот все я сделала. И сейчас смотрите, как меняю форму. То есть я вот таким вот образом, можно даже вот, да, наверное, вот так вот. Вот таким вот образом начинаю. Она очень гибкая, плетение очень гибкое. Вот, поэтому тут труда не составляет. Вот таким вот образом. Здесь, например, будет перед, да. Вот так вот меняем. Можно вот так посидеть некоторое время, подождать, пока шляпка высохнет. Но, допустим, у вас нету времени, значит, мы берем резиночку, да, и вот как-то так ее. У меня еще такая черная резиночка есть. Сейчас тоже можно и черненькой резиночкой. Ну, в общем, зафиксируем в положении. Друзья, ну вот такая забавная шляпка у нас в итоге получилась. Я даже попыталась ее померить, но с плетением я немножечко прогадала. Первую часть шляпки нужно было проплести чуть-чуть повыше, тогда она бы идеально села мне на голову. Ну и так тоже интересно смотрится.
И что я боялась, то, что она будет тяжелой, неудобной, и в ней будет очень жарко. Но походив в ней какое-то время, я поняла, что она вовсе не тяжелая, и в принципе в ней не так уж и жарко. Так что я допускаю мысль, что такие шляпки можно плести, и в том числе и для ношения. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Пишите в комментариях ваше мнение. А вообще, плели ли вы такие шляпки? И я буду очень рада почитать ваши отзывы, комментарии на эту тему. Всем желаю вдохновения, легкого плетения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!